Ну что ж, давайте поговорим про Спектра Ровера. Того самого персонажа, с которого вы начинаете в Wuthering Waves. Кто бы мог подумать, но после патча 2.0 в 2.1 он из стартового героя превращается в настоящего монстра. Если правильно его использовать, конечно. Ровер – типичный универсал. Может все понемногу, и подлечить, и врагов контролировать, и дебафов повесить, и урона по площади нанести, и даже как саб-ДД отыграть. Но главная фишка это новая механика Спектра Фазл. Спектра Фразл это эффект урона со временем, который срабатывает каждые 3 секунды. Его можно стакать до 10 раз, и пока что в игре всего 2 персонажа могут накладывать и использовать этот эффект. Сам Ровер и Фиби. Так что эта парочка буквально создана друг для друга. Ровер может накинуть фразу двумя способами. Его ульта сразу дает 6 стаков по площади. А усиленное резонансное умение дает еще 2 стака. То есть 2 умения плюс 1 ульта. И полный эффект на врагов готов. А теперь самое важное. Усиленное умение называется Resonating Spin. Оно не только наносит повышенный урон и вешает 2 стака фразового, но еще и накладывает шиммер. Этот эффект не дает стакам спадать в течение 9 секунд. Шикарно для стабильного урона. Плюс оно открывает доступ к двухэтапному комбо Resonating Echoes. А если у вас S6, то эти атаки еще и снижают сопротивление врагов к спектральному урону на 10% на 20 секунд. Еще один важный момент, чтобы активировать его усиленную форму скилла, недостаточно просто использовать сам скилл, то есть резонансное умение. Ну, во-первых, это шкала форте. Заряжается она тяжелыми атаками. Если тяжелые атаки делать, она быстрее заряжается. Это во-первых. У вас будет, как видите, 2 полоски форты, скажем так, разделенные. То есть каждая половина это одно использование скилла. И во-вторых, чтобы активировать сам скилл, нужно после использования резонансного умения, то есть скилла, снова использовать легкую атаку. Вот, раз. И легкая атака. И после этого будет этот усиленная форма этого резонансного умения. Плюс будет вешаться вот этот шиммер, который не дает слетать 9 секунд слетать дебафом. И будет резаться спектра резисты у врагов. Вот я еще раз покажу. И как я вот говорю, форты заряжается быстро именно тяжелыми атаками. Можно, конечно, и легкими атаками обычными атаковать, но будет медленнее загружаться форты. Вот смотрите, вот легкими атаками. И вот если сделать тяжелую атаку, сразу, фактически сразу загружается половинка форты. И теперь посмотрим его пассивки быстренько. В его талантах. Первая пассивка увеличивает урон его скилла на 60%. То есть второй фазы скилла. И другая пассивка дает Роверу 15 силы атаки на 5 секунд после использования тяжелой атаки. И в созвездиях у него, ну, вот эти резонанс чейн, созвездия, можно их так назвать. Бонус 15% крит шанса после использования умения, 20% к спектральному урону, 40% к урону ульты, плюс 20% к восстановлению энергии. А на S4 он еще и лечит всю команду 5 секунд после ульты по 20% от своей атаки в секунду. И на C6 тут вот важное, он режет спектрозащиту, сопротивление точнее у врагов. Это важно по сути для тех, кто играет спектра ДД персонажами. Хил у него не очень сильный, но его достаточно, чтобы активировать эхонабор Rejuvenating Glow. А это бесплатный баф на 15 сил атаки всей команде на 30 секунд после любого лечения. То есть Ровер может быть и хилером, и саппортом в одной роли.
Ротация у ровера несложная. Бой мы начнем с вашего саппорта, другого, который у вас есть в команде. Это или Верина, или Байджи, или Хранительница берегов, кто у вас там есть. Начнем с них. И соберем все форты, которые у вас есть, чтобы активировать там бафы. Соберем концерт, чтобы переключиться. И переключаемся на ровера. Здесь мы делаем 3 атаки. Тяжелую атаку. И заполняем части форты. Используем... Блин, тут перебили. Используем скилл и сразу же легкую атаку, чтобы активировать усиленную форму этого скилла. Теперь используем ульту. Теперь снова 3 атаки. Тяжелая атака. Скилл. Легкая атака. Эхо. И переключаемся на ДД. И вот. Сейчас я постараюсь кого-нибудь другого найти посильнее и покажу уже полную ротацию. Вот сейчас я покажу в бою. Как я сказал, начнем мы с саппорта, кто у вас там Верина, Хранительница берегов Байджи, ну, короче, всех, кто у вас там есть. Соберем концерт, все бафы, дебафы, которые можно собрать и активировать. И перейдем на ровера. 3 атаки, тяжелая атака, скилл, легкая атака, ульта. Опять 3 атаки, тяжелая атака, скилл, легкая атака, эхо и переход на ДД. И все, и цикл повторяется заново. По сути. И тут уже вот по кругу повторяйте, как вам удобно. И как вы можете, короче. Теперь поговорим про оружие. Идеальным выбором будет Sigma Chun-Li Blazing Brilliance. Увеличивает атаку на 12%. При нанесении урона ровер получит 1 стак Searing Feather разом 0,5 секунд и 5 стаков при использовании резонансного навыка. Каждый стак дает 4% урона резонансного навыка, максимум 14 стаков. Все стаки исчезают через 12 секунд после достижения лимита. Ровер Спектра постоянно использует резонансный навык, и это оружие идеально подстраивается под его стиль. Сильный бонус урона и быстрое накопление стаков. Следующий вариант это Emerald of Genesis, оружие из стандартного баннера. 12,8% к восстановлению энергии. При использовании резонансного навыка плюс 6% атаки можно стакать 2 раза на 10 секунд. Сбалансированное оружие с бонусом к атаке и отличная регенерация энергии. Помогает чаще использовать ульту. Ну, то есть высвобождение резонанса. Авертюра. При использовании резонансного навыка восстанавливает 8 единиц концерта энергии. Хоть урона не дает напрямую, но позволяет быстро свапаться между персонажами, так как быстрее заполняется концерт у ровера. Другое оружие это Endless Collapse. При использовании резонансного навыка дает 6 энергии и 10% атаки на 16 секунд. Простой баф на атаку и немного энергии. Хороший универсальный выбор, особенно на старте. Fable of Wisdom. При уроне по врагу с негативным статусом плюс 4% атаки на 10 секунд. Стакается до 4 раз в секунду. Если играть в команде, где постоянно вешают дебафы, это оружие хорошо скалируется и бафает урон ровера. Lunar Cutter.
При выходе на поле боя дает 6 стаков УАЗ. Каждая дает 4% атаки до 6 стаков. Стаки спадают по одному каждые 2 секунды. При убийстве врагов еще плюс 6 стаков. Отличный баф для мейн ДПС, особенно если роверу дают добивать врагов. Бонус на атаку поддерживается почти постоянно. И последний вариант, это команда of Conviction. При использовании интро навыка плюс 15 атаки на 15 секунд. Хороший для команд, где ровер заходит через интро в бой, под мгновенный бурст или нанесение урона после смены. Идеален для саб ДПС сбора. Теперь поговорим про эхосеты. Для ровера Спектра. Первый сет, это Eternal Radiance, он хорош, если вы собираетесь ровера как ДД собрать, чтобы он урон наносил в команде. Этот сет дает до 25% урона Спектра и 20% крит шанса. Основой способности ровера накладывать Спектра фазл на врагов, собрать стаки и активировать бафы стало еще проще. И в данном случае главное эхо, то есть четверочку, тут и не потеряешься, это она здесь вот одна всего лишь, это вот этот вот Nightmare Morning Ix. Он позволяет увеличить еще больше спектра урон бонус. И плюс, если на цели висит спектрофазл, вызывая вот этот эхо, активируя, оно нанесет больше урона. Дальше, следующий сет, который идеально подходит для баффера в команде, то есть если вы ровер как баффера используете для основного ДД, это Moonlit Clouds, две части увеличивают энергии, полный сет позволяет при использовании аутра бафнуть следующего персонажа в команде на силу атаки 22,5% силу атаки. И идеальный вариант в этом случае будет взять Херона, вот этого вот, Impermanence. Он позволяет восстановить энергию, точнее восстановить, а восполнить энергию следующему персонажу, выходящему на поле боя. Для этого нужно, чтобы ровер заполнил полоску концерта и при нажатии эхо сразу сменился на другого персонажа. Это раз. И во-вторых, этот Херон, он еще увеличивает наносимый урон следующим вышедшим на поле боя персонажем. То есть получается вполне хороший баф. И последний вариант сета, который тоже вполне хороший для роли саппорта, это Rejuvenating Glow. Этот сет увеличивает хил на 10%, и полный сет увеличивает атаку всей команды при исцелении. Ровер сам может хилить после использования ульты, так что этот сет будет легко ему активировать. То есть бонус на атаку для членов команды 15%. И в данном случае хорошо будет взять вот этого Фаласика, Fallacy of No Return для основного эха, то есть четверочки. Активация призывает этого Фаласика, наносящий спектроурон по области. Плюс 10% к восстановлению энергии ровера и плюс 10 к атаке всей команды на 20 секунд. То есть вместе с хил-сетом и вместе с бафом от Фаласика у вас будет 25% бафа силы атаки фактически. Такой вариант хорошо работает в командах, где ровер периодически выходит, наносит урон, хилит и снова уходит в поддержку. Теперь статы, какие для него лучше всего подобрать. Начнем с основных статов. В четверку в этот слот берем или крит шанс, или крит урон, в зависимости от баланса, то есть чего вам больше всего не хватает или что больше нужно. В обе тройки берем спектра бонус урона, усиливает весь элементарный урон, идеально под спектра билд ровера. И в обе единички берем процент атаки, ну, силу атаки, то есть тут ошибиться несложно. В сабстатах ищем крит шанс, крит урон в первую очередь, желательно, конечно. Если и то попадется, вообще идеально. Потом ищем атаку.
Если повезет, уже можно высвобождение резонанса, то есть бонус урона ульты, и атаку беспроцентную собирать. Конечные статы, то есть когда вы уже все прокачали, все одели, все у вас есть, у вас должно получиться таким. Так, атака 1700, это минимум у вас должно быть. И чем выше, тем лучше. Спектра бонус урона 75% будет нормально. И 92 это уже если у вас есть его созвездие, у вас должно получиться 92. Крит шанс 50-60% будет достаточно. И крит урон 220 уже будет тоже достаточно. Вполне. Ну и, конечно, если повезет собрать больше, то, естественно, и будет идеально. Энергии можно взять 120 примерно, потому что ему она все равно нужна для использования ульты. После третьего созвездия роверу спектра не нужен бонус к восстановлению энергии, так как его механики становятся более самодостаточными. Но если ты еще не открыл его третье созвездие, тогда старайтесь достичь 120% восстановления энергии в эхо. Этого будет достаточно для частых использований ульты. И напоследок поговорим про команды, в которых ровер может себя хорошо раскрыть. В первую очередь это команда, естественно, с Фиби. Это у нас Фиби, Ровер и Верина или Хранительница Берегов. Ну и напоследок, если уже ни того, ни того, то Байджи, естественно. Спектра Ровер здесь будет накладывать фазл спектра, фазл стаки. Фиби будет получать бонус от этого из-за того, что она использует новый спектросет. Ну и Верина, естественно, выполняет роль баффера и хиллера с хилсетом, естественно. Другой вариант, скажем так, забегая наперед, то есть на следующий патч, Фиби здесь меняем на Зани. И будет одинаково работать. Если у вас, конечно, Фиби нету. Если Фиби есть, то Фиби под Зани тоже идет. Но если ее у вас нету, используем ровера с Зани. И остальные команды, по сути, это команды, где у вас нету хиллера, или вы сильно уверены в том, что вам хиллер не нужен, потому можно взять спектра ровера с хилсетом, например, и просто чтобы он активировал бонус от этого сета. Вот, например, вот команда, можно взять, например, вот вы берете, скажем так, Карлоту, Санхуа, которая в Мунлит уже одета. И здесь вот спектра ровера. Но это такая, как бы сказать... ну, я не сказал, чтобы она хорошая команда, потому что Хранительница Берегов или Верина в любом случае будет круче ровера в этом случае. Так что... Чисто ради интереса и, не знаю, наверное, чтобы поиспытывать свои умения в бою, можно так делать. Но идеальным вариантом будет Фиби, Ровер, и здесь уже Верина или Хранительница Берегов, Шоркипер. Ну и напоследок, если вдруг нету, то Байджи. Это вот идеальные команды, где ровер себя идеально может показать в данном случае. И еще вариант, если у вас вы только начали вот играть и никого вообще нету с кем играть, то в данном случае можно взять ровера, можно взять Ян-Ян, так как она, во-первых, ее аутро помогает восстанавливать ульту, и в зависимости от созвездия она тоже бафает как Санхуа. Вот. Как Санхуа, она тоже увеличивает на 20% силу атаки. Ну, в смысле, не тем же способом, но тоже умеет бафать, короче говоря. Тут после использования воздушной атаки она бафает всю команду на силу атаки. И в последний слот можно взять уже любого хиллера. Но раз вы только начали играть, то это будет Байджи, естественно, в вашем случае.
с хилсетом, естественно. И вот для начала, в начале игры можно вот так вот играть, если что. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Естественно, если что прокомментировать, пишите в комментариях. Подписывайтесь, если не подписаны. Ну или если новые на канале, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи в других моих